Так, ну что, всем привет. Сегодня будем смотреть граффити YouTube. Этот формат стал довольно популярным на YouTube, и я решил тоже похожее видео записать в своем телеграм-канале. Я попросил вас накидать мне ссылок на разные интересные или там смешные каналы. Сам я эти видосы не особо смотрю, то есть вот был видос в маске, и у других ребят я их особо не люблю смотреть. Знаю только там про то, что вот эти ончилы всякие. Вот, это единственное, что я знаю. И, кстати, первый в этой рубрике как раз этот Челиксон, который так говорил. Сейчас мы заценим его видеоролики. Сразу говорю, никакого буллинга, никакого зла. Мы добрые, все хорошо. Просто у некоторых присутствуют забавные видеоролики. Так что давайте вот начнем. Я тут уже проглядел некоторые видосы, настраивал звук, чтобы более-менее было как-то, хорошо меня слышно. Так что некоторые видосы уже тут я проглядел. Ну давайте начнем вот с самого популярного его видоса. Обзор на огромную закупку в граффити-маркете. Так, сейчас заново начнем. Да. Кстати, на разных каналах мне разные видосы предлагаются. Почему-то именно на этом мне предложились мультфильмы. Интересно, почему. Короче, 4 пары перчаток, просто молотов обычные. И перо 15 миллиметров. До марки. 15 миллиметров. Ну, я так понял, никак не скрывается, лицо не замазывает, голос не меняет, даже фамилию, имя говорит. Смелый парнишка, хотя он ничего такого особо и не делает, чтобы скрываться, в принципе. Так, опа. У меня, кстати, такой же маркер есть. Молотов Тегер. Точно такой же есть. Поскольку тогда, когда я тегал, когда я снимал видео, где я пишу именно лучших подписчиков, там... Ничего не понял, что он сказал. Что с дикцией у человека? С другим пером, 1,4 миллиметра. Ужасно. Фигак. Фигак. Вот это да, тегает, жестко. Затегал, бум. Опа. Это у нас перментащемон, это спидофитал? Да, что? Спидофитал. Давайте проверим просто шию на пера. Вот. Спидофитал. Перментащел, спидофитал. Спидофитал. Жесткий спидофитал. Предлагаю называть теперь теги спидофитлами. Так, а что внутри? Жестко заспидофитал. Как обычно. В падике. Да, та же система, только... Да, кстати, вот из моих юных подписчиков объясните мне такую тему в комментариях. Зачем вы покупаете уже заправленные маркера? Купить пустышку и чернила будет, наверное, в разы выгоднее, чем покупать тот же самый Коверсол. Там огромная наценка за эти чернила, они из себя особо ничего не представляют. Так что вот вам совет, покупайте все по отдельности. Перо? Вы серьезно? У меня 2 пера теперь. Кайф. Прикол, надо же маркера без перьев продавать. Не буду пропитывать. Понимаю, и дальше уже будем. Так, ну-ка, там интересное. Вы серьезно? Абсолютно серьезно. Не, я ничего не имею против, я просто реально хочу посмотреть, как этот маркер устроен. А у него помпа развалилась. У меня тоже есть пустышка молотов, коротыш. И у меня тоже там помпа вываливается, выскакивает. Я так понял, у молотов это такая фишка с короткими маркерами, что у них помпа разваливается на части. Либо я что-то не понимаю, я всю жизнь пользовался 611 полноразмерным, а 411 купил, и помпа выскакивает так же, как у него. Клапан открыть. И типа все. Бип-бип-бип. Так, ладно, видосик что-то какой-то скучненький. Давайте посмотрим какой-нибудь другой его популярный видос.
Главная проблема маркера on the run. Я разочарован. Всем привет, с вами Григорий Николаев, и мы столкнулись с Здорово, Колян. самой такой проблемой. Я, короче, сейчас сижу около подвала, я хотел потегать, но я взял с собой, короче, мои маркеры и так далее. Ну что вы думаете? Слушайте, самопал... А, это самопал какой-то или что это у него? Чернила какие-то самопальные. Если самопал, то респект. Самопал — это тема. Мало. Как можно туда мало так краски положить? Черный маркер, 495 рублей. Ну, перо, блин, ладно, куда бы шло. Но это красная краска, я не хочу ее заправлять, этот маркер. Сколько я дождусь, когда я черную краску куплю. Еще ончил есть. Ончил. Это этот видос отсюда пошло, это... Я типа совсем позер в этой теме, я этим особо за этим не слежу. Так что я в первый раз смотрю это видео полностью. On the run. Если вы хотите, то есть покупать, нормально. Челу надо английский чуть-чуть подтянуть. Покупать сразу с заправкой. Я-то думал на полностью заправку. Не, на самом деле, в его возрасте я, как говорится, палкой крапиву бил во дворе. Так что у него есть канал на 471 подписчика. Это на 471 подписчика больше, чем у меня в его возрасте. Так что это почитаемо, уважаемо. Сейчас я покажу самый главный минус on the run маркер. Это то есть сколько там заправки всего лишь было. Только купил. Сейчас так, ну это однозначно лайк. Комментарии отключены. Как жалко. Чтобы вам было понятно. Все было понятно, чувак, давай. Удачи тебе. Хорош. Переходим к следующему каналу. Называется он This не знаю, что тут написано. Это что-то типа 14... Что, 14У, вот эти вот ребята. Мне постоянно они в рекомендациях выскакивают. Это он или что это? 1.4... Что написано, непонятно. Так, ну давайте, наверное, посмотрим. Граффити будни на заброшке, стикер фестиваль. Я вот уже смотрел что-то, сейчас заново начнем. Мавави. Да вы хоть бы убирали вотермарку. Вот тут музычка есть какая-то, да? Потише сделаем. Ну это прям, по-моему, полный плагиат 14У вот этих вот ребят. Просто местами поменял буквы. Твою ж маму. Маму мою не трогай, да? Как он далеко банку держит, он что, с трубочки заливает, что ли? Нидл кэпа. Она замерзла. Это Unreal. Это уже... Ну, поэтому надо перед тем, как идти рисовать, греть их. И заворачивать в шарф какой-нибудь и рюкзак класть, тогда не будет замерзать. Кстати, возможно, скоро у меня на канале будет покрас. И там я тоже на морозе красил. Я, может быть, расскажу в видосе, как я ношу банки, как я их грею. Если вам будет это интересно. Ну, пока ничего необычного. Чела просто красит. Да ладно. Сейчас. Сейчас намечу. Ебануться, он заливать научился. Заливать научился. Да. Он внизу, он на шухере. На шухере внизу. Шухер. Тут вроде руфтоп спокойный такой. Да, реально крутое место. В темноте высоко так. Я делаю чисто для фотки. Так бы я сделал там, на витрине на этой, потому что там виднее. Да их там нереально увидеть в такой темноте, наверное, снизу. Чё они боятся-то вообще? А есть какой-нибудь хуйнул? Чё, у него здесь будет какой-нибудь? Давайте вот тегинг посмотрим его. Сейчас будет тегинг. Ну, блин, тегинг, конечно, не знаю. На любителя, по-моему, мешанина какая-то, но... Выглядит все равно как-то, ну, неплохо. Но мне не особо заходит такое. А, вот у онлайн неплохой, кстати. Что это такое? А.
Он что, так нервничает, что ли, когда рассказывает все это? И тут еще есть андербомбинг с 14У. А, они еще и кореша. Спасибо всем, кто задонатил мне на стриме. Обалдеть. Топ донатил. Ему донатят. И, в принципе, кто донатил. Ничего себе, их там банда целая. Бедные улицы. Реально? На вас уже сняли обзор? Он сказал, что типа не понимает, почему так много заявок, немного цифры. Ну немного типа кринж, а так заебись. О, уже и не только, еще и в мой видос попадете. Погнали. Ну, 14У нормально тегают, да. Куски у них, конечно, не очень, мне не очень нравится. Но это все дело практики, а вот тегают они неплохо. У меня как раз с тегингом все не особо хорошо. Я считаю, что они даже покруче меня тегают. Они так в simple стайле вроде как бы просто и аккуратно. Вот это, кстати, прикольная идея. Слепить их все вместе, разом наклеить. Время экономит прям, кстати. Кайфово, кайфово придумали. Посмотрим. Ё-моё, он что, на центральной улице средь бела дня руфтоп собрался лить? Да уж, да еще на такой высоте низкой. Это рискованно. Кстати, вот совет вот тем, кто накидывает с фэткэпа. Просто с фэткэпа довольно сложно накидывать, требуется определенный уровень. Если вы только начинаете, то я бы вам посоветовал бы накидывать со скинника, так и краска будет экономиться, и линии будут более точнее, понятней. Но поскольку здесь такое палевное место, не знаю, уместен ли моя предъява. Трек кайфовый, мне нравится. Качает. Так, что у него там в конце получилось? Ну, блин, заливает быстро, так прям хорошо, ровненько вроде. Он, ну, вроде издалека выглядит неплохо, а вблизи подходишь, как-то много косяков. Звездочка вот эта вот тоже кривая. Баф-тест. Переходим к следующему каналу. Zork Tags. Тут мы видим самый популярный видос у него. Graffiti and Tagging Part 8 in Moscow. На Таганской и Курской. Ничего себе. Так, ну давайте посмотрим. Самый популярный видос, 90 просмотров. Так, у нас видос будет вертикальный, да? Ну, советую снимать горизонтальные. Если для YouTube. Это, скорее всего, наверное, это для X Records. Ребята, да вы хоть бы крякнутые какие-нибудь программы вы скачивали, я не знаю. Ни музыки, ничего не будет, да? Еще не видно, что он там тегает, снимает. Я снимаю, короче. А, так это, походу, воронежский, что ли, ребята? Я снимаю, короче. А, по воронежские, с Таганской и в Москве. Че я несу? Вообще имба. Может, не очень красиво? А, мне показалось красиво. Ну что можно сказать по этому поводу? Ну, видно, что это, наверное, один из самых первых кусков. Даже не буду комментировать особо. Тут как бы просто все с опытом придет. Так, какие там у него еще видосики есть? Какие еще видосики? Вот, тегинг молотов. 30 миллиметров. Ну, кстати, вот поначалу тегать шваброй, я думаю, это плохая затея, тем более он взял, он всем теги покрыл, хотя там вот какие-то писюны нарисованы, думаю, ничего страшного.
Это довольно сложно, требует определенного скилла. Ну, тэшка, кстати, выглядит неплохо. Ну, в том смысле, видно, что человек недавно только этим занимается, но все равно она какая-то... Есть у нее какой-то свой шарм, что ли. То есть не выглядит прям совсем плохо. Видосы по 12 минут. Ё-моё, мне бы такие видосы. Я просто в последнее время совсем тегать перестал. Там очень редко. Сейчас больше по наклейкам, по стикерам. Потому что прошелся, не испачкал руки, наклеил и пошел дальше. Быстро, просто и красиво. А тегинг что-то меня перестает привлекать все больше и больше. Так, что у него тут еще есть? О, вот стикеры, давайте. Обзор коллекции стикеров. Всем привет, с вами Зорг. Сегодня будет обзор на стикеры. Я буду доставать, показывать свою... Индекс не замазал почты. Рэшер. Будут также стикеры разных магазинов и чего-то подобного. Вот такой вот стикер у меня есть. Это в Питере магазин скейтборды, там звуковые самокаты. Блин, тут ну как-то все нудно. Ни музыки, ничего, какие-то большие паузы между слоями. Я, в принципе, тоже иногда так снимаю, и, наверное, этот видос такой же будет, но прям что-то скучновато смотреть. Давайте, наверное, перейдем к следующему художнику. Это у нас SMN. SMN, да, это, наверное, Крюх, какая-то команда. Давайте вот этот видос посмотрим. Тут 2 видоса всего. Тоже вертикальный. Почему вы все снимаете вертикальные видеоролики? Объясните мне. Или вы их типа снимаете в ТикТок или куда? В шортсы, и потом просто вам лень их переворачивать или снимать заново? Он какой-то невеселый парниша, молчит все время. Перейдем к следующему. Вот шпага. Зачем? 15-й год, шпага. Видно, что фанат зачем. Давайте вот обзор на ОТР. Я тут тоже что-то смотрел. Мне в рекомендациях когда-то выскакивал, наверное. Ну что, всем привет. Новый Так, обзор. ну OTR понятно. 006. Лицо не снимаем. Потегаем, посмотрим. Голос искажен. Все по канону. Поехали. Поехали. Кайф. Вот это затегал. Это роллербол, что ли, какой-то? Ну, кстати, в онлайн неплохой. Блин, вот когда молчащие видосы, и человек вроде, ну, более-менее неплохо тегает, ну, то есть на это можно смотреть и не потерять глаза. Прям неинтересно смотреть даже, ни до чего докопаться, нечего сказать. Что вот мне сказать по этому поводу? О, кстати, цвет кайфовый, мне прям нравится. Такой прям фиолетовый, приятный. Погнали дальше. Вот это вот биение в камеру, вот это вот крутить в пальцах его, это вот прям такая Волейбол, потёк, Векман судья. тема. Возможно, этого никто не замечает, но они все машинально байтят с Векмана вот эти его фишки. Ща заправлю его и Прям продолжим прослеживается снимать такое обзор. немного. Поверхности плохо, надо... Вот так вот. Ладно, так, что у нас тут еще есть? Обзор на заправку Russian Roulette. Ну-ка. Ну что, всем привет, новый обзор. Ты- Russian Roulette. Вот такая вот. Короче, фиг пойми, как ее открыл. Заправил. Жесть. Потегаю. Прикинь бы, она разбилась бы, короче, и все бы разлилось. Перейдем к следующему каналу. Паша Слэт. Или Салат. Салат, наверное, да. Я его смотрел, он мне попадался в рекомендациях. Это уже такой взрослый мужчина, так сказать. И ничего такого там кринжового или смешного тоже не будет. Просто, ну, просто видосы, просто влоги. Так что
Я думаю, будет не супер интересно это смотреть, но мы сейчас мельком пробежим просто. Посмотрим, что это такое. Кэпов нет. Здесь тоже нет. Банок много, я один. Что же делать? Опа, пробитие. Ресня. Всем большой привет. Вот и подходит к концу 2022 год. Я решил подвести его... Ой, синюшное все. Я бы баланс белого отрегулировал бы на камере. Все прям синее. Давайте сразу перейдем к рисованию. Что здесь? О, сумка крутая, кстати. Это тоже такой себе хочу приобрести. Очень удобно. Ну, естественно. Пробитие банок. Остаточки. Трейн есть, смотри, что есть. 94-й есть вот такой. Мне бы такие баночки в коллекцию, я как раз собираю. Не помешали бы. Вас под стволы поставлю. Как сувенир. Так, ну-ка. Пистолет. Кому-нибудь. А, это такая держалка банки. Прикольно. Ну, подай. О, Нойз или Нози. Я знаю, он у нас состоит в команде Забава Крю. Воронежская команда. Так что мы с ним уже знакомы, хоть и не лично, но были в общей беседе, общались. Ну, он у нас уже такой натаревший скилл присутствует, давно рисует. Ну, в общем, ничего не могу сказать по этому каналу, что классный канал. Музыку я бы, конечно, вставлял бы какую-нибудь, потому что в полной тишине как-то все-таки скучновато, и как-то побольше нарезочек бы делал бы, пытался видосы как-то более динамичненько. Просто немного скучновато смотреть, когда картинка без музыки и почти не меняется ракурс, все от первого лица. Ракурсы какие-нибудь разные бы перещелкивал, то есть как бы совет такой. Так, следующий канал у нас Рис ВРН. Это, я так понял, воронежский паренек какой-то. 5 вещей, которые не нужно делать в тегинге. Давайте посмотрим. Original. Ничего не слышно. 5 вещей, которые не стоит делать в тегинге. Первое. Я хочу обратиться к новичкам, которые только начинают тегать. У меня все на 100 выкручено, ничего не слышно. На листочках. Если у вас не получается, не нужно выходить сразу на стены. Бомбить быстрым и нормальным, прям прикольным. Быстрым, классным, нормальным, прикольным. Такие прям весомые советы. Понятные. Заброшки, там, сгоревшие там будки какие-нибудь, там мусорками, там вообще где угодно, вот. Чтобы это никому не мешало. Ну, кстати, хоть и немножко с подачей не очень у человека, но дельные вещи говорит, полезные. И радует то, что в таком возрасте человек понимает, где можно тегать, где нет. И не засоряет улицы. Вообще лучше не тегать на рекламных щитках, потому либо тегать как-то уместно, то есть когда вы тегаете и перекрываете, ну, вот эти вот надписи, это выглядит как каша, то есть надписи самой рекламы. Можно было бы этот рифк, например, вот здесь на синей полоске, вот здесь вместить. Было бы намного уместнее и красивее, а так поверх просто всего тегать, это, во-первых, создает такую грязь некрасивую, и нету контраста, тэшка теряется просто во всех этих, в этой траве, в этих буквах и так далее. Поездка в Россошь. Original Gangsta. Настоящий бандит. Тегает чем престижем. Непонятно. Походу дела престижем реально. Но если престижем, то респект, красавчик вообще. Лучшая краска для этого. О, бум. Хорош. Ой-ой-ой-ой-ой.
Разная длина букв. Вы когда ведете линию, держите руку на одинаковом расстоянии от стены, чтобы не было вот тут тоньше, тут толще. Так, ну и переходим к легенде русского ютуба, это к слэму. Слэм это обязательно к просмотру. Ссылки оставлю в описании на слэма. Да, наверное, на всех оставлю ссылки. Кроме вот какого-нибудь Зоркас, где мало видосов. Вот СМН, наверное, не оставлю. Ну, в общем, переходите, подписывайтесь. Ставьте лайки. И мне тоже, на мой канал тоже подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте про меня. Так, давайте, самое популярное у него, что тут? Новый сквизер и маркер от Молотов Кринка 214 инк. Смотрим. И всем привет, с вами Слэм, и вы на моем канале. Сегодня я буду делать обзор на подарки от Деда Мороза. Ну, еще я хочу вам сказать, вот смотрите, я заказал маркер на Озоне. Вот такой вот Молотов, понт маркер с универсальным пером. У меня протек, видите? Уже хорошо, что признает свои ошибки. О, ничего себе, разогнался как. Блин, ну вот, кстати, я заметил то, что, не знаю, можно ли назвать новым поколением или меня отнести к старому какому-то поколению в рисовании. Ну, то есть, когда я только начинал, ребята такого возраста, ну, типа, очень плохо показывали себя в тегинге, то есть мало что могли показать. А сейчас каждый второй школьник тегает лучше, чем я, и я иногда смотрю и думаю, что я не тем занимаюсь. Так, продолжаем смотреть слэма. Так, ну а теперь мы открываем подарочки. Вот я смотрю на этих всех ребят и вот очень завидую даже, потому что у них столько всяких там наклеек, маркеров. Иногда вот я смотрю и думаю, блин, я тоже это все хочу. Хотя, в принципе, я понимаю, что мне это не надо, и мне хватает одного маркера, чтобы ходить просто и тегать. Кстати, вот этот Молотов Тегер, он полный кал, потому что я помню, когда заказывал с Граффити Маркета, по-моему, Хьюбик обзор, вот этот вот сквизер, там же, получается, заказ от 1000 идет, и я просто докинул его, он там что-то 175 рублей или что-то типа того стоил, просто докинул, чтобы, ну, заказ сделать, и тегал им на стикерах, и стикеры, когда клеил, типа проводил рукой, у меня весь этот маркер, короче, на ладошке оставался, то есть он просто, ну, смывается, то есть просто можно пальцем потереть, и он смоется, то есть вообще всем не советую такой маркер брать себе, если для стикеров хотите. Ну, это, кстати, тажок не очень получился, на листочке тогда лучше получилось. Блин, тоже музыки нет, почему нету музыки нигде? Ну, скучно смотреть так. Музыка, она такого вот, ну, что-то, не знаю, может, это моя личная, какой-то мой личный фетиш, но я не могу смотреть видос, в котором нету музыки на заднем плане. Я сам в любой видос вставляю, даже в этот видос ставлю музыку. Я прям сижу, выбираю эту музыку, чтобы авторских прав не было, я прям по этой теме запариваюсь сильно. И очень расстраиваюсь, когда идет проверка Ютуба на авторские права, и там авторские права, и все по новой делать, по новой рендерить. Ну, либо вырезать, а YouTube автоматически треки вырезает очень долго, потому что алгоритмы у него тупые прям максимально. Проще самому переделать и заново перерендерить видос. Ой-ой-ой-ой, вообще что это? Слишком широкое. Кстати, вот вам совет, если вы будете тегать помадкой, то тегайте краешком. То есть вот этим вот краешком, не всей вот этой площадью, как он, чтобы вот такой каши не получился, он не так быстро тратился, а вот этой вот маленькой, вот этим краешком, короче, писать надо. Ничего себе. Видеокарта. А, это этот. Башня для процессора. Вебка. Ё-моё, вот это у него тут... Я так понимаю, мальчик такой в обеспеченной семье живет. У него тут прям... Можно вынести нормально так. О, Яндекс-станция у меня тоже такая. Вот, Слэм снимает. Есть что сказать мне даже. Вот вообще. Злой баллон. Хэштег злой баллон. Есть что сказать хотя бы на видео. Сколько у него подписчиков, мне интересно. 5000. И просмотров 4000. У меня просмотры там совсем уже упали.
уже все мертвое. Канал умирает потихоньку. Но это не значит, что я перестану снимать. Я буду снимать, продолжать. Буду сидеть в андере жестком. Может возродиться канал. Просто я перестал снимать часто ролики уже раз в 2 недели из-за учебы. График учебы поменялся, я поздно домой прихожу уже. Не хочется ничего снимать, хочется сесть, расслабиться, поиграть в компудахтер с друзьяшками, поняшиться в дискордике. То есть не до видосиков. Ну, в общем, тоже респект Слэму. Все я смотреть не буду, потому что 25 минут это мой ролик, можно сказать, весь, наверное, этот. Если не больше, так что... На этом все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Телеграм, на запрещенную сеть, которую вы все знаете. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. И всем пока. Всем респект. Ссылки оставлю в описании на каналы. Пока.